Итак, ребят, всем привет! После майского перерыва продолжаем разбираться с лампами. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто в прошлом видео скинул номера вот этих крышечек. Крышки эти от Спортика, на котором, собственно, я провожу эксперименты. Ребят, заказал, теперь у меня есть две новые крышки, и огромное вам спасибо за то, что скинули номера. Также вот эти крышки нашел на Алиэкспрессе, там они еще дешевле стоят, чем здесь. И более того, ребят, нашел еще модернизированный вариант этих крышек. То есть это не тот вариант, который, ну, допустим, я колхозил, а уже как бы такой готовый заводской вариант. Единственная, цена кусается. Тоже ссылку оставлю и на стандартные крышки, и на модернизированные под описанием. Кому интересно, посмотрите. Но, на мой взгляд, лучше купить стандартную и таким образом модернизировать, как я делал вот в этом видео. Ладно, это касаемо благодарности моей по поводу вашего участия. Вот. Следующий момент. Прочитал тоже много комментариев, и люди просят насчет дальнего света. Действительно, это актуальное применение LED-ламп в дальнем свете, особенно таких мощных, как F5D, 65 Вт, кратковременный режим работы, то есть все располагает для того, чтобы лампы F5D, которые мы уже много раз тестировали, использовать в дальнем свете. Поэтому сегодня будет тест в дальнем, и смотрите, какие у нас будут вводные. А вводные, ребят, вот такие. Крышку я, наверное, буду использовать прям стандартную, то есть максимально вариант, который такой жесткий в плане охлаждения лампы, но режим работы дальнего, ну, наверное, немного людей ездят с дальним там на протяжении часа. Поэтому я думаю, что сделать несколько тестов. Я замерю дальний относительно галогена сразу. Замерю, наверное, потом, может быть, через 30 минут. То вот для этих целей, наверное, я полчаса буду жарить лампу под штатной крышкой, то есть в самых жестких условиях. С любой другой модернизацией, естественно, результат будет лучше. А сейчас хотел бы показать, как, собственно, светит у нас родной дальний. Здесь у нас тоже лампа H7. Это такая же стандартная осрамовская лампа, качественная, безусловно, которая будет стоять в дальнем. И хотел бы показать, вот как она светит. Вот, ребят, на фоне стандартного дальнего света вкратце расскажу, какие, собственно, к нему требования предъявляются. К нему гораздо меньше требований, то есть он должен что быть? Вот самое важное требование, он должен быть над ближним. То есть ближний свет у нас формирует галку, и без разрыва от этой галки должен быть дальний свет. Потому что если есть разрыв, то там будет темная область при движении, и это неправильно. Вот этот момент нам надо будет проверить, сравнить с LED-лампой. И второе требование – это равномерная, скажем так, заливка. То есть идеально это в форме шара, чтобы было, и вот этот шар с равномерно уменьшающейся яркостью. Это вот такие основные требования к дальнему свету, которые предъявляются. Ну и поскольку галоген мне не надо греть, собственно, замеры я сейчас пойду и сделаю, собственно. В такой точке, я думаю, что мы будем искать максимальную яркость для того, чтобы оценить вот именно максимальную силу света в зоне где-то вот максимальной яркости. Найдем ее, запомним и будем уже сравнивать с LED-лампами. Предлагаю начать. Да, ребят, сейчас покажу вам именно вот касаемо расположения дальнего света. Сейчас буду переключать на ближний. Вот видите, то есть ближний галка и сразу над ним дальний. Практически, ребят, на всех автомобилях регулируется только ближний свет. Дальний свет стоит на одной платформе, и нет возможности практически ни на каких автомобилях дальний свет двигать относительно ближнего. Поэтому вот то, что у нас дальний свет должен быть именно над ближним и без разрывов, это критически важно. Итак, ребят, свет я выключил, включаю люксметр. И сейчас уже пойду мерить и прям показывать вам. Потому что нам с вами надо найти точку максимальной яркости для дальнего света. Итак, сейчас постараюсь так вот навести.
Ну, смотрим, тут 40. Это все слишком мало. Так, здесь у нас 260, 300, 400, 480, 400. Так, сколько я видел? 481, 484, это максимум. 470 уже пошло меньше. Так, вам не видно. 400. Здесь уже убывает. 480, в общем, я видел. Вот, 474, 483, 484. Да, ребят, пожалуй, это максимум. 484. Запоминаем. Пока не забыли, пишем H7 Osram. 484 люкса. Это у нас показания от стандартной лампы. Сейчас я буду снимать галоген и ставить уже F5D в эту фару, и заодно покажу нюансы установки, потому что они там есть. И будем уже мерить и смотреть, какие получаются результаты. Теперь у нас та же самая любимая уже лампа F5D на 65 Вт, которая в сумме тут показывает, что она на 130 Вт. Но ссылку на лампу я безусловно, оставлю в описании. Кому надо, соответственно, посмотрите. Итак, ребят, очень важный момент, который вам надо сделать, чтобы поставить лампу, вот фару спортика в дальний, это модернизировать крышку. Что значит модернизировать крышку? Это, ребят, значит вырезать у нее вот такой вот паз. То есть мы вырезаем весь верх до плоскости самой крышки. Резинку не трогаем, резинку сняли перед этим. Где это надо визуально сделать? Смотрите, вот у нас треугольник, показывающий верх, соответственно, низ. То есть мы вырезаем, вот это нижняя часть, вот это верхняя. Вот. То есть мы вырезаем чуть больше, чем от вот этой нижней грани и практически до соседней. То есть вот мы вырезали. Почему много так надо вырезать? Ребят, потому что крышка вставляется и только потом фиксируется. И чтобы у нас иметь возможность провода вывести наружу, я вот так и решил ее сделать. Потом обратно одеваем резинку, и, собственно, у нас прекрасно будет герметизироваться крышка, но у нас появится возможность вытащить наружу драйвер. Ребят, вы совершенно справедливо в прошлых видео делали замечания мне, дескать, зачем вот эта штука находится в фаре, а именно драйвер. Действительно, он греется просто адски, и ему нет никакого смысла находиться внутри фары. Снаружи он хотя бы будет меньше греть саму лампу, ну и охлаждаться он тоже будет несколько лучше. Так что в этот раз я действительно прислушался к вашим комментариям, и сейчас вот этот драйвер мы будем оставлять снаружи. Покажу, вот для этого мы, собственно, модернизировали крышку, и теперь небольшая модернизация самой фары. Показываю. Нам надо, ребят, срезать вот эту острую грань, которая здесь присутствует. Вот она, острая. И вот здесь нам надо ее срезать для того, чтобы она не то есть крышка-то будет закрываться, но она будет нам провода пережимать очень сильно, и они могут довольно быстро перетереться, ну, точнее просто перебиться. Поэтому, ребята, обязательно вот эту штуку все-таки срезаем. Смотрите, я сейчас вот уже это сделал, и вместе с модернизацией крышки у нас получается очень хороший вариант крепления. Сейчас покажу. Так, ребят, вот я его поставил с правой стороны от фары. Он болтается, то есть он не заклинен. Если что, он может еще уйти глубже. Все, теперь нам надо поставить лампочку. Лампу поставить нам для того, чтобы у нее светодиодные чипы
были по бокам. То есть провод должен быть внизу, после того, как мы его повернули. Вот, поставили внизу, и пойдемте проверим. С учетом, что у нас фара рефлекторная, то все это можно отследить. Да, ребят, вот она у нас стоит вертикально, светодиодные чипы, вон они отражаются по бокам. То, что нам и надо. Теперь, ребят, самый важный элемент — это настройка. Я почему затягиваю видео, почему не пробежался быстро, не протестировал, потому что, ребят, лампу важно поставить. Это необычная галогеновая лампа, которую я воткнул, и по-другому она никак не встанет. Здесь все решает настройка. Смотрите, вот, ребят, показываю. Я сейчас лампу поставил, включаю ее. Блин, она слишком, по ходу дела, ярко светит. Сейчас я сделаю, приберу яркость, чтобы вам было видно уже нюансы этого светового пучка. Я его вижу, а камера пока ослеплена. Вот, ребят, я сделал максимально, снизил яркость и просто хочу показать. Вот, возможно, сейчас не будет видно, но я начинаю фару, лампочку вращать. Начинаю ее вращать. И вы видите, что внутри пучка получается некоторые затемнения. И идеально, вот ее идеальный пучок будет именно при установке лампы проводом вниз. То есть, когда светодиодные чипы светят влево-вправо именно, то есть по бокам. Итак, ребят, давайте тестить. Включил ближний. Сейчас попереключаю дальний и визуально покажу, куда идет пучок. Он должен быть именно над галкой ближнего света. Так, переключаем. Да, ребят, это то, что надо. Он даже с небольшим перекрытием, он, конечно, ближний галогеновый на фоне этого дальнего максимально, скажем так, слабо выглядит. Все, ребят, для тех, кто дальний свет включает периодически и редко, иду мерить сразу. То есть сейчас фара продолжает нагреваться. Вот здесь у нее уменьшается потребляемая мощность, потому что она под крышкой, без всяких систем охлаждения, про которые мы с вами говорили в прошлых видео. Поэтому меряем то, что она выдает примерно на холодную. Ну, не совсем на холодную, потому что она уже сейчас прогреется за время, пока я иду. Ну, так сказать, не в долговременном режиме. Пойдемте. Итак, ребят, 484. Забыл выключить свет, пошел мерить. Сейчас вот выключил. 484 люкса — это у нас галоген. Включаем прибор. Настройки я его тоже не трогал. И идем мерить, что у нас тут есть. Так, было 484. Давайте смотреть. Тут у нас уже 1400, ой, 160, точнее 300, 500, 600, ого, 700, ребят, офигеть, 700, 780, 790, 800, 850, 870, 900, 923 я видел, 932, ну уже снижается из-за нагрева, 900, ну 923 видел, было, ну вот меньше становится, да. Это из-за нагрева лампы, ребята. И сейчас там идет потребление мощности, уменьшается, соответственно. Ну, 923 было. Это если вот именно такое кратковременное на включение, там, может быть, на минуту, пока я тут шел, пока мерил. Итак, ребят, вы сами видели, для тех, кто там на минуту, на 2, на 3 включит дальний свет, пока лампа не начнет под штатной крышкой перегреваться, там 923 я видел, действительно. При том, что лампа уже была прогретая, потому что эксперименты я уже проводил некоторые, соответственно, она не холодная. Давайте так и запишем вот сюда. 923 люкса. Посчитаем, просто интересно. 923 разделим на
484. Получаем, ребят, ну почти в 2 раза. Почти в 2 раза. То есть у нас получается это где-то сколько? 190%. 190%. Если от стандарта. Если это мы примем за 100%, то это 190. Теперь для тех, кто ездит прям очень долго, с длительно включенным дальним светом, по каким-то таким дорогам, ну, где очень мало встречки, давайте будем полчаса, ее точно будем греть. Я скажу так, за полчаса она прогреется, и там уже плюс-минус будет понятно, как она светит. То есть там 2 часа ждать на самом деле не надо. Плюс-минус все будет понятно через полчаса. В общем, оставляю ее включенной на полчаса, и через полчаса делаем показания и делаем уже выводы. Итак, для вас ничего не прошло, для меня прошло полчаса. В целом, какие нюансы? Смотрите, ребят, лампа 2,72 ампера через полчаса потребляет. 2,72 умножить на 13,2. 35-36 ватт. Ребят, это очень близко на те показания, которые мы тестировали вот именно со стандартной крышкой 33 ватта, с увеличенной 35, увеличенная это вот это. Поэтому лампе действительно все равно, где стоять. В ближнем свете светить или в дальнем. Какие еще есть нюансы? Давайте расскажу. Первый нюанс, ребят, вот этот драйвер. Я до него могу дотронуться, но держать долго, пару секунд и все, держать его больше не хочется. Поэтому совершенно правильно было решение, которое вы мне советовали, драйвер этот как можно дальше от лампы отодвигать, выносить. Действительно, греется он очень сильно. Ну, в принципе, полчаса уже прошло. Давайте пойдем посмотрим, что там у нас получается по освещенности, и какие-то выводы уже будем делать. Напоминаю, результаты: 484 у галогена, 923 это вот в первые там пару минут после включения. И теперь давайте смотреть, что у нас будет через полчаса. Прибор включаю. И пойдем смотреть. Так, показываю. 150, 200, 300, 400, 500. Ну, ребят, уже больше, чем у галогена. 570, 590, 600, 620, 6, 641, 644, 647. Ну, 644 где-то, ребят, можно вот здесь взять. 645, наверное, вот даже тут было. Ладно, 644 возьмем, как говорится, и не будем париться. Итак, пишем 644. Берем калькулятор. Опять же, просто интересно. 644 мы делим на 484. Получаем 33%. Ну, грубо говоря, 133%. Вот так вот у нас получается относительно стандартного. Ребят, 133% даже в самых плохих условиях, даже через полчаса работы, даже вот под стандартной крышкой, уж не говоря про использование вот этой штуки, про которую мы с вами разбирали, как она отлично влияет на свет, либо хотя бы вот такая крышка с увеличенным объемом, она тоже показала бы результаты лучше, вы уже это видели по ближнему свету, либо те, которые я показал на AliExpress. Вот. Какой вывод? Ну, вывод, блин, must have, ребят. Себе бы поставил, если бы у меня был бы раздельный ближний-дальний, а не аж 4 лампочка, поставил бы однозначно, потому что
Во-первых, я не езжу по полчаса с дальним светом, практически никогда, то есть в основном это очень кратковременный режим. Для таких ламп этот кратковременный режим будет не позволять, лампа не будет успевать она нагреваться, и светить она будет еще намного ярче. Там еще на сколько? На 30% ярче мы там верили. 900 с чем-то было люкс. Насколько? Да, 923 люкса я сейчас посмотрел. Особенно, если у вас они еще в открытом цоколе, то есть в цоколе там HB3, то охлаждаться она будет еще лучше, соответственно, светить она будет еще лучше. Друзья, напишите, что вы думаете по поводу использования данных ламп в дальнем свете. Мне тоже будет очень интересно почитать ваши комментарии, какие у вас аргументы за и против. С огромным удовольствием буду их читать. Все, ребят, на этом, собственно, все. Кому надо, переходите по ссылке. Курс доллара сейчас очень интересный. Кому не интересно, не переходите по ссылке, мне абсолютно все равно. В общем, до новых видео.